Друзья, вот такая красота у нас получилась. Давайте, друзья, нарежем грудку нашу куриную полосочками. Вот такими примерно, друзья. Друзья, я забыл поздороваться. Я всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Мы сегодня с вами будем делать лапшу по-китайски. Для этого мы взяли курочку, грудинку, порежем ее на такие полосочки. Эти вот такие вот. Можете нарезать кубиком, как вам удобно. Я люблю полосочками. Вот, друзья, мы нарезали нашу курочку полосочками. Давайте замаринуем мясо. Давайте сделаем маринад для курицы. Вот так, друзья. Поперчить. Друзья, 2 столовые ложки соевого соуса. Друзья, все ингредиенты, что мы брали, сколько мы брали, все будет в описании под роликом, друзья. Вот так. Ну и вольем нашу курочку, друзья. Курочку промассажируем. Добавим щепотку соли. Достаточно. Не забывайте, у нас соевый соус. Друзья, грудку мы перемешали. Давайте поставим в стороночку. Пусть себе маринуется. Вот наши овощи. А прежде чем мы займемся овощами, давайте поставим кастрюлю на огонь для нашей лапши. Друзья, вода кипятится для лапши, а мы с вами пока почистим овощи. Значит, мы взяли, друзья, острый зеленый перчик, морковку почистили, лук, красный перец, друзья, вот такой вот средний баклажан, друзья, овощи мы почистили, сейчас мы их промоем с вами. Ну что, друзья, нарежем пока красный перчик. Все эти перегородочки мы снимем, нам перегородочки эти не нужны. Вот так, друзья. И нарежем соломкой. Вот так, друзья. Вот так, друзья. Нарезали перчик, переместим его в чашу. Значит, перчик у нас готов. Давайте нарежем морковку.
Морковку нарежем раньше наискосок, а потом соломкой. И тоже в посуду, друзья. Вот так. Друзья, сейчас мы нарежем лук. Лук можно резать четверть кольца, потому что он крупный. Друзья, лук можно нарезать крупно, потому что я люблю в этом блюде лук аль денте, когда он хрустит. И теперь мы нарежем с вами, ребята, баклажаны. Можно пополам здесь. Друзья, баклажан будем резать вот такими вот средними кубиками. И 3 зубчика чеснока, ребята. Это зеленый острый перчик, вы много не брали, потому что у меня не все кушают. А вы по желанию. Друзья, вода закипела. Сейчас мы отварим нашу лапшу для нашего шикарного блюда. Друзья, лапшу будем варить до состояния аль денте. Вот так. Пусть все варится. Друзья, мы все подготовили. Сейчас мы все быстро обжарим. Ставим сковородку на большой огонь, друзья. 4 столовые ложки подсолнечного масла. 1, 2, 3, 4. Ждем, когда маслица наша начнет шипеть. Чеснок мы сюда не бросаем. Вы знаете, по какой причине? Потому что он сразу начнет гореть. Чеснок мы добавим в конце. Ну вот, друзья, давайте высыпать наше мясо. Будем жарить мясо до корочки, ребята. Золотистой зажаренной корочки. Все делаем на большом огне, друзья. Вот так. И пусть себе жарится. На большом огне, друзья. Все делаем на большом огне. Друзья, крышкой мы не закрываем. Должна выпариться вода, прежде чем начнет жариться мясо. Это очень важно. Крышкой не закрывайте. Вот мясо начало жариться, друзья. Ну и наши нарезанные овощи, друзья. Друзья, вермишель сварилась аль денте. Но она очень горячая. Мы должны ее немного охладить, чтобы она не переварилась. Это важно. Друзья, мы немного промыли вермишель под холодной водой. Видите, она остыла и не будет вариться дальше. Ну ладно. Просто накроем ее крышкой. Вот, друзья, на нашей курочке появилась коричневая корочка. Будем забрасывать лук. И буквально на 2 минуты. Огонь тот же большой. Крышкой не накрываем. Вообще мы будем жарить мясо и овощи, не накрывая крышкой. Они должны быть жареные. Давайте мы присолим. Вот так. Перемешаем хорошо. Друзья, здесь у меня специи. Все будет написано в описании, какие специи брал. Давайте их в маслице, чтобы они лучше себя раскрыли.
Вот и пошел запах. Вот так. Лучок обжарился. Давайте добавим морковочку. Вот так. Все жарим быстро. 2-3 минутки. И все готово, друзья. Смотрите, какая-то красота. Все жарим быстро. Класс. Какая-то красота, ребят, посмотрите. Еще 2 минутки и будем добавлять перчик. Друзья, морковочка стала мягче, начала зажариваться. Давайте добавим перчик. Теперь перец пошел. Вот так. Видите, какая-то красота, друзья. Я опять на все это размешаю. И тоже прожарим минут 5-6. Ребята, получается так вкусно. Ну вот, друзья, перчик немножко стал мягкий, но он должен быть аль денте. Чуть-чуть он стал мягче. Добавляем наши баклажаны. Друзья, теперь будем обжаривать баклажаны в течение 7-8 минут, друзья. Чтобы они остались целыми, чтобы они не развалились. А пока будут обжариваться баклажаны, мы с вами сделали хороший соус. Когда будет все готово, мы зальем этим соусом наши овощи и мясо. Как вкусно. Друзья, а подливку мы сделали очень просто. Взяли 4 ложки соевого соуса, 2 столовые ложки воды холодной, 1 или 1,5 даже столовой ложки терияки. Сейчас мы сюда нарежем 3 зубчика чесночка. Друзья, поверьте мне, рецепт очень шикарный. Вы попробуйте сделать, прежде чем вы будете говорить «нет». И вам обязательно он понравится. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Смотрите мои видео. Ваши лайки и ваши комментарии помогают YouTube продвигать мое видео, друзья. И большое человеческое вам спасибо. А рецепты на самом деле очень вкусные. Друзья, баклажаны взяли очень много на себя масла. Вот, сейчас они начнут жариться. Отлично. Друзья, это будет очень вкусно. Друзья, не спешите солить. Добавьте раньше соевый соус. Пусть все протушится в соевом соусе примерно минут 6-7. И тогда вы поймете, нужно солить или не нужно солить. Ну и нарежем чесночок, нарубим чесночок. И отправим к нашему соусу, друзья. Я бы добавил бы сюда еще красный перчик. Острый. Было бы очень вкусно. Но, к сожалению, не могу. Не все у меня любят острое. Друзья, как это вкусно. Наши специи и овощи.
Обалденный вкус. Обалденный. Баклажанчики начинают становиться прозрачными. Начали понемножечку размягчаться. Сейчас мы добавим соус. Ну все, друзья. Наши баклажанчики готовы принимать наш соус, который мы сделали. Ух, какой запах пошел. Чесночок, терияки, соевый соус. Обалденно, друзья, обалденно. Как это вкусно. Ну и давайте отправим еще перчик. И вот, ребята, остренький перчик. Какой контраст цветов. Лето, друзья. Все хорошо перемешаем, друзья. Ну и пусть прогревается еще минут 5-6. Друзья, на соль мы попробовали. Соли достаточно, потому что мы пользовали соевый соус. И мясо немножко присолили, и мясо было тоже у нас в соевом соусе. Ну, давайте добавим теперь нашу лапшу. Ну вот, друзья, наш шедевр готов. Сейчас мы накроем крышкой, пусть немножечко остынет. И пойдем с вами пробовать. Достаточно и овощей, и мяса. Всего достаточно, друзья. Вот такая вот красота, друзья. Запах стоит, конечно, обалденный. Друзья, как всегда, наш шедевр готов. Давайте нарежем зеленый лучок и петрушку и кинзу. Значит, лук можно резать покрупнее. Давайте мы по отдельно нарежем, чтобы было видно. Лук будем резать наискосок, друзья. Вот так. Мы нарежем лучок. И нарубим мелко зеленушку нашу. Друзья, вот такой вот шедевр у нас получился. Запах стоит обалденный. Давайте посыпем немножко зеленушки. Отлично. И лучок. И пусть отдохнет еще немного. Друзья, вот такая красота у нас получилась. Очень вкусная, насыщенная лапша с мясом и с овощами. Класс. Сейчас будем пробовать, друзья. Ребята, всем привет! Традиционное свое место. Дегустация нашей лапши по-китайски, но от Мишани. Друзья, получилось очень ароматное блюдо. Весь рецепт, все ингредиенты будут под роликом, друзья. Давайте мы с вами снимем пробу, и я вам расскажу вкус нашей лапши. Очень вкусно. Ребята, рекомендую этот рецепт. Очень вкусная лапша. Курочка получилась нежная, грудинка и сочная. Ну, а овощи, ребята, у нас получились аль денте. С легким хрустом, друзья. Перчики и лучок. И возьмем сейчас еще наш баклажан. Самый любимый мой овощ.
Ребята, все получилось вкусно. Всем рекомендую этот рецепт. Пользуйтесь моим рецептом. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ваши лайки и комментарии помогают продвигать мои видео в YouTube. Ну и ничего плохого я вас не учу. Берите, пользуйтесь моими рецептами. Вам будет вкусно, а мне будет приятно, что вам вкусно. Ребята, всем мира, добра, мирного неба над головой. Берегите друг друга, любите друг друга, помогайте друг другу. Всем пока, чао.